Привет, дорогие! Много вопросов про дистанцию с бывшим, как правильно ее держать, чтобы увеличить шансы на камбэк. Я уже говорила, что дистанция, не контакт и информационный вакуум – это то, что дает самые высокие шансы на то, чтобы бывший через, конечно же, осознание потери понял вашу ценность для себя. Я говорила о том, что если продолжать липнуть, нависать, быть на расстоянии вытянутой руки, то вы убиваете любую возможность камбэка. Его от вас просто начнет тошнить, потому что человек хотел расстаться, условно, он перед вами закрыл дверь, а вы пытаетесь залезть к нему через форточку. Если же он сам вас постоянно дергает и предлагает всякие услуги, и вы за каждый жест с его стороны хватаетесь, как утопающий за соломинку, все, что вы делаете, это даете человеку постепенно от себя отвыкать. Однако не контакт, это не игнор, и есть нюансы, но о них я расскажу в этом видео. Как себя вести, чтобы бывший начал кусать локти, что когда-то оставил вас. А вы, оказывается, лучший партнер, которого он когда-либо встречал. Итак, поможем ему это осознать. Но здесь важно работать комплексно. Просто дистанция без работы над собой вам не поможет. Во-первых, нужно восстановиться самой. Восстановить рухнувшую самооценку и самоуважение. Пока вы будете в разваленном, зависимом состоянии и в мыслях только о камбэке, никакого камбэка не будет. Вы должны поменяться и восстановить самооценку и самоуважение. И в этом случае для бывшего сильного партнера вы превратитесь в совершенно нового человека. Вроде бы и родного в чем-то, но абсолютно нового, сильного, красивого. Он может взглянуть на вас другими глазами. И в период расставания самостоятельно с этим справиться, конечно же, очень сложно. Поэтому для вас я создала курс по восстановлению самооценки и самоуважения. И на тарифах Pro и VIP вам будет доступен общий чат с участниками курса, где мы здорово друг друга поддерживаем, делимся и помогаем друг другу. Плюс моя обратная связь, плюс прямые эфиры со мной, где я индивидуально разбираю вопросы и ситуации каждого. Этот курс заменит вам 100 часов личной терапии. И ваш бывший вас не узнает. Вы будете сиять, я вам обещаю. Я вдохну в вас силу, веру, любовь к себе, устойчивость и спокойствие, на котором вы горы свернете. Это касается не только бывшего, это касается всех сфер вашей жизни. К тому же курс настолько интенсивный, 15 видеоуроков, более 30 техник из арт-терапии, проективные методики, медитации. Вам самой некогда будет думать о бывшем. А я заметила по своим клиентам, все как один отмечают такой удивительный факт, что бывшие начинают возвращаться именно в тот момент, когда ты и сама его отпускаешь, успокаиваешься. И вот тут они начинают вылазить, как грибы. Но тоже надо быть в ресурсе, чтобы от этого вот вылаза вас обратно не начало качать. И это не магия. Так работают полевые процессы. Как только вы возвращаете себе себя, тут же объявляется бывший. Пока вы скулите у окошка и ждете, чтобы он вернулся, и страдаете, он не вернется никогда. А даже если и попытается, вы таким жалким состоянием сами его отпугнете. Так что, повторюсь, восстановление самооценки и самоуважения первично. Ссылка на курс в описании под видео. Приходите обязательно. Второе, что вам нужно, это правильная техника дистанции или неконтакта. Для тех, кто сомневается, стоит ли уходить на дистанцию после расставания, надеюсь, это видео сегодня развеет все ваши сомнения. Потому что многие, кто приходит ко мне на консультации именно с вопросом про бывших, они приносят страх того, что неконтакт позволит бывшему забыть о них. И основываясь на моем 10-летнем опыте в консультировании по теме отношений, я могу утверждать, что неконтакт обычно помогает вашему бывшему партнеру помнить вас. Если ваш бывший партнер уже с вами расстался, то это значит, что он уже забыл о том, что вас объединяло. И, скорее всего, этот человек воспринимал вас как должное. И воспринимал вас как что-то, что он больше не хочет. Возможно, в какой-то момент в ваших отношениях что-то пошло не так. Чаще потому, что ваша значимость упала. Может быть, были какие-то конфликты, какие-то ссоры, какие-то жестокие слова. Может быть, ваш партнер или вы были невнимательны друг к другу. И кто-то не давал другому ощущение того, что он желанный, привлекательный. И это важно. Оба человека в отношениях должны чувствовать, что другой хочет их, что другой стремится к ним, восхищается. И часто так бывает, что кто-то разворачивается в сторону внешнего мира и как бы ускользает, и второй начинает требовать снова развернуться к нему, вместо того, чтобы заняться своими делами. Становится душным и липким, и это все снижает его значимость еще больше. Так сильный партнер ощущает, что единственный путь снять вот эту вот удавку с шеи – это, собственно, закончить эти отношения. И если вы при этом продолжаете попытки оставаться в отношениях или даже после озвученного решения расстаться, вы будете пытаться выйти на связь и не будете согласны закончить эти отношения,
отношения, будете пытаться как бы отложить разрыв, просить о последнем шансе, и пока вы будете пытаться уговаривать своего партнера, выпрашивать его о том, есть ли еще какая-то надежда на то, что мы будем вместе, на то, что ты вернешься, это тот момент, когда вы не позволяете этому человеку помнить, кем вы на самом деле являетесь. Вы, напротив, загоняете человека в состояние, когда он постоянно будет пытаться вас забыть. Этот человек будет чувствовать, что ничего не изменилось, он будет только укрепляться в своем решении разорвать отношения. И именно неконтакт, это вот как будто бы кнопка перезагрузки. Эта кнопка позволяет человеку почувствовать, что прежде всего он может и вас тоже потерять, а не только вы его. И он должен понимать, что такая возможность существует. Очень часто тот, кто уходит из отношений, подсознательно понимает, что он как бы всегда может вернуться, если возникнет такое желание. И это вам не на руку, если вы хотите, чтобы ваш бывший вернулся. Так что лучшее, что вы можете сделать, это дать ему ощутить риск вас потерять навсегда. И ваш партнер должен понять, что расставание с вами приведет к тому, что он или она вас потеряет. Что существует такая возможность, что если он попытается вернуться, то он уже не сможет ничего изменить. И если вы соглашаетесь легко на этот разрыв, который вам предлагают, то вы показываете, что вы достаточно сильны, чтобы отойти. И это один из тех пунктов, который повышает вашу привлекательность. Иногда это может вытащить вашу привлекательность буквально из пепла. Это показывает эмоциональную силу, что вы можете остаться один, что вы можете отойти подальше. И такое поведение, как правило, рождает в голове ушедшего очень много сомнений. Раньше он думал, что он более привлекательный, чем вы. Обычно это именно то, что чувствует человек, когда уходит от вас. И неважно, это добрый человек или это не очень хороший человек, но когда человек от вас уходит, он будет думать, что он все-таки более привлекателен, чем вы, потому что он является тем, кто отвергает кого-то. Это всегда оппозиция силы. И если ваш бывший нарочито хочет сделать вам больно на прощание, это признак того, что он нарцисс. Скорее всего, это нарушенный человек. Но я сегодня говорю про расставание между здоровыми людьми, потому что если от вас уходит нарцисс, я никогда не буду советовать вам его вернуть. Никогда. Но сегодня разговор про обычные отношения, в которых просто случился кризис. Так вот, здоровый человек будет пытаться отогнать от себя мысль, что он причинил вам боль. Но знаете, все это меняется со временем, и как только человек переживает изначальный период облегчения, дальше бывшему придется столкнуться с реальностью. И знаете, это похоже на медовый месяц, после которого начинается реальная жизнь. И это тот момент, когда ваш бывший или бывшая будет задаваться вопросом: а вам еще интересно? И вашим бывшим будет хотеться увидеть, как вы преследуете их или пытаетесь их вернуть, потому что это помогает вашим бывшим чувствовать себя привлекательными и желанными. И мы все хотим себя так чувствовать. И когда они вас оставляют и видят, что вы их отпускаете, ни о чем не просите, не преследуете, не бежите на свист, они в ту же минуту теряют эту силу от еще вчерашнего ощущения своего превосходства, которое они получили за счет того, что отвергали вас. Сейчас они начинают чувствовать, что вы сами как будто бы отвергаете их в своем неконтакте, в этой дистанции. Вы же знаете, что наш мозг, он так работает, ему надо, чтобы нас постоянно кто-то замечал. Просто замечал: «Эй, я тебя вижу, ты тут». И тогда мы понимаем через внимание других людей, что мы как бы существуем. А тут вы делаете такую отмену человеку. Он расстался, и вы его как будто бы отменили. Вы поймите, что динамика при расставании совершенно другая, нежели динамика во время ваших отношений. И многие из вас не понимают, путаются. И вы думаете, что надо быть слишком нежным с бывшим, чтобы не потерять с ним окончательно связь. Но быть на расстоянии вытянутой руки – это неправильно. Будет момент, когда вы сможете вести себя так. Но вначале вам надо привлечь к себе этого человека. Хотя бы до той стадии, когда человек начнет задумываться о том, чтобы опять быть с вами. Или когда человек хотя бы захочет встретиться с вами лицом к лицу, или хотя бы просто начнет рассматривать эту идею. А пока вы должны показать свою сдержанность. Если вы будете показывать сдержанность, то вы будете транслировать, что есть какая-то доля неприемлемости в том, чтобы просто с вами расстаться. И это все будет иметь нужный для вас эффект. То есть ваш бывший будет ожидать, что вы будете преследовать его, а вы будете показывать, что он вызывает у вас опасения. Ваш бывший партнер должен почувствовать вот именно это от вас. Но если вы задаетесь вопросом: а что если вдруг неконтакт позволит забыть обо мне? Я скажу нет, особенно если ваши отношения были достаточно крепкими, и у вас было много совместных моментов, и вам было хорошо вместе, и вы давали свою
любовь человеку, и он давал вам в ответ то же самое, то это достаточно мощная вещь. И когда человек от вас уходит, это значит, что он на этот момент все это забыл. Он не помнит этих ценных моментов. Но если вы уйдете в неконтакт, вы этим покажете свою другую сторону, ту сторону, о которой ваш партнер как раз и забыл, вашу привлекательную сторону. И на правильной дистанции вы показываете, что вы можете держаться подальше, и тем самым вы сообщаете, что этот человек может вас потерять. Ведь изначально, когда люди только знакомятся на первых этапах романа, они вот как раз-таки испытывают колоссальную тягу друг к другу. Почему? Одна из причин, потому что люди испытывают вот этот всплеск страстей, который заключается в том, что это все похоже на карточный домик. Вот, ну, согласитесь, в самом начале мы еще не знаем, что будет завтра. Я ему нравлюсь так же сильно, как он мне, а не пропадет. Я его вообще не знаю. То есть у вас нет какой-то истории обязательств с этим человеком. И всегда есть риск потери. Как будто бы все может развалиться в любой момент. И это то, что людей сводит с ума. Потому что есть чувство, что вы можете потерять друг друга в любую секунду. И это одна из тех причин, почему неконтакт может быть эффективен. И ваша привлекательность растет, если вы можете показать бывшему, что он может вас потерять. И что обратного шага может и не быть, что даже если он и попытается вас вернуть, не факт, что у него это получится. И это прекрасная вещь. Так что неконтакт не даст ему забыть о вас. Наоборот, он будет давать ему возможность помнить о вас. И это заставит человека вспоминать все первые совместные воспоминания и ощущения в отношениях, те первые переживания, которые ваш партнер находил привлекательными. Таким образом, неконтакт помогает вашему бывшему партнеру помнить о вас. И это то, что нам нужно. Нам надо, чтобы ваш бывший партнер скучал по той близости, которая у вас была раньше. Поэтому, если вы будете держаться подальше, вероятность того, что этот человек будет помнить о вас, увеличивается. Если же вы после расставания будете находиться где-то рядом, то вы будете этим самым вводить человека в состояние, когда он постоянно пытается вас забыть, отделаться от вас. Если вы позволите своему бывшему партнеру провести какое-то время без вас, если вы экстремально прервете шаблон своего обычного поведения, то есть если вы просто раз и исчезнете, это то, что заставит бывшего вспомнить о вас и о том, что вас объединяло, и заставит вот как бы испытывать страх того, что он или она не сможет вас вернуть и испытать это опять. Так что не сомневайтесь, оставайтесь на дистанции, и это поможет им прийти к вам. Это будет тяжело, иногда будут дни, когда вы будете сомневаться и думать, что это все не работает. Но я так много раз видела, что это работает, что я уверяю, что это сработает. Я не могу гарантировать, что это, конечно, сработает на 100%, в каждом случае все индивидуально, но это работает очень часто, и это дает вам самые высокие шансы того, что вы воссоединитесь с этим партнером в будущем. И это также работает на перспективу, так как отныне ваш партнер будет знать, что если он с вами расстанется, то он от вас ничего не услышит, вы исчезнете. Это важно. Это важно не быть драматичным, не вызывать какие-то конфликты, не вести себя, как будто бы вы преследуете и не можете оставить этого человека в покое. Да? И когда вы воссоединитесь, партнер уже получит свой урок. Он будет знать, что если у него опять появятся сомнения какие-то из-за кризиса в отношениях, то его надо будет решать по-другому, не расставанием. После того, как вы расстались, если вы уйдете в неконтакт, то ваш бывший партнер начнет по вам скучать, он начнет переживать, что вы идете дальше в своей жизни, и что он не сможет вас вернуть, и при этом будут постоянно всплывать воспоминания о том, что вас связывало. И ваш бывший партнер начнет думать о том, чтобы выйти с вами на связь. И вот тут мы переходим к тому, как вести себя, если партнер начал выходить на связь. Потому что, еще раз хочу отметить, что если вас серьезно не унизили перед расставанием или при расставании, например, измены или оскорбления, то вот прям совсем морозиться и игнорить человека не обязательно. Но и набрасываться, так как будто бы вы только этого и ждали, тоже нельзя. Итак, как же действовать? А об этом я записала отдельное видео, оно доступно по ссылке в описании под этим видео. Это платный урок, это секрет, который не должен быть доступен всем, чтобы ваши бывшие не понимали, что вы проделываете именно это. Хотя и записаться ко мне на консультацию вы тоже можете, и тогда я смогу лично помочь вам индивидуально разобрать ситуацию, которая, конечно же, каждая ситуация уникальна. И когда вы меня спрашиваете, а сможем ли мы решить вопрос за этот короткий час, со мной вы сможете решить любой свой вопрос. Я работаю в формате краткосрочной терапии, и моя задача помочь вам как можно быстрее. Ладно, я буду на этом с вами прощаться, и до новых встреч. Пока-пока.